Говорят, море хранит тысячи историй. Одни оно смывает первой же волной, другие остаются жить в памяти людей. Эту историю мне рассказал старый капитан, а ему его дед. И с тех пор всякий раз, когда на рассвете море становится алым от восходящего солнца, я вспоминаю девушку по имени Ассоль. Она жила в маленькой рыбацкой деревушке вместе со своим отцом Лангреном. После смерти матери он один растил дочь, мастерил игрушечные корабли и редко разговаривал с соседями. Люди сторонились их семьи, а дети смеялись над Ассоль. Но однажды все изменилось. Когда она была еще совсем маленькой, странствующий сказочник встретил ее на лесной дороге и сказал удивительные слова. Он предсказал, что однажды из-за горизонта придет прекрасный корабль с алыми парусами. На его палубе будет человек, который увезет ее навстречу счастливой судьбе. Для любого другого это была бы просто сказка. Но Ассоль поверила. Прошли годы. Каждое утро она выходила к морю и долго смотрела вдаль. Жители деревни лишь посмеивались. Смотрите, опять ждет свои алые паруса. С каждым годом насмешек становилось все больше. Но вера Ассоль не становилась меньше. В это же время далеко отсюда рос мальчик по имени Артур Грей. Он родился в богатой семье, где для него уже была приготовлена спокойная жизнь. Но сердце его принадлежало морю. Он ушел из дома, стал моряком, потом капитаном собственного корабля. И однажды судьба привела его в ту самую деревню. Там он услышал историю о девушке, которая много лет ждала невозможного. Любой другой лишь улыбнулся бы. Но Грей задумался. Он понял одну простую вещь. Иногда чудо не приходит само. Иногда его должен создать человек. Он приказал купить самый яркий алый шелк. Из него сшили новые паруса. Когда все было готово, корабль поднял их и на рассвете вошел в бухту. Первыми его увидели рыбаки. Потом проснулся весь поселок. Люди выбегали из домов, не веря собственным глазам. Над морем действительно плыл белый корабль, а над ним, словно огромное пламя, сияли алые паруса. Ассоль стояла на берегу. Она не плакала, не кричала. Она просто смотрела, потому что знала, это за ней. Когда корабль подошел ближе, капитан сошел на берег и протянул ей руку. Никто уже не смеялся. Те самые люди, что годами называли ее мечтательницей, молча смотрели вслед, как девушка поднимается на борт. Корабль медленно развернулся. Алые паруса вспыхнули в лучах восходящего солнца и вскоре исчезли за горизонтом. С тех пор прошло много лет. Люди до сих пор спорят,
Была ли эта история правдой? Ну, наверное, это уже не так важно. Важно другое. Пока на свете есть люди, готовы верить в добро, и люди, готовы своими руками превращать чужую мечту в реальность. У каждого из нас однажды могут появиться свои алые паруса. И, может быть, они уже идут к нам. Приглашаем подписаться на канал и посетить сайт. Хиты иначе оживляет литературу, что несет смыслы. Поддержите видео лайком, поделитесь им с тем, кто вам дорог, и напишите в комментариях свои мысли. Поддержать проект через Дзен быстро и безопасно. Можно по ссылке в описании. Смотрите душой, слушайте сердцем.